Владимир, тема очередных общественных слушаний 6 лет со дня заключения Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Кризис власти, общества или судебной системы. Вот хочу адресовать этот вопрос вам. Я считаю, что дело ЮКОСа, дело Ходорковского, Лебедева и всех людей, которые были привлечены, посажены в тюрьму по этому делу, это вообще поворотный пункт в истории России. Потому что до дела ЮКОСа были надежды, можно их назвать иллюзиями, что Россия, консолидировав власть, будет все-таки заниматься либеральными реформами, реализовывать программу Грефа, интегрироваться в западное сообщество и так далее. После 2003-2004 года можно говорить о том, что политический режим в России взял откровенный курс на построение авторитарного государства, экономическая политика стала откровенно госкапиталистической, монополистической, начались захваты со стороны государства и со стороны олигархов, близких к государству, начались захваты частного бизнеса, передел собственности, рейдерство в огромных масштабах и так далее. И дело ЮКОСа, оно оказалось настолько тектоническим таким крупным сдвигом, что даже до сих пор мы видим, как оно влияет не только на внутреннюю политику, но даже на геополитику России. Вот буквально недавно визит Владимира Путина в Пекин, где Россия впервые за многие годы допустила на Дальний Восток и в Сибирь китайцев, произошла фактически продажа российских активов Китаю. Это тоже прямо связано с делом ЮКОСа, потому что Роснефти нужны деньги. Деньги сегодня такие дешевые, длинные, можно взять только в Китае. И фактически Китай заходит на Дальний Восток и в Сибирь, и это тоже одно из долгосрочных последствий дела ЮКОСа. Так что мы видим сегодня кризис власти, которая строится сегодня на авторитарных основах, которая разрушила демократические институты. И это прямо связано с делом ЮКОСа. Мы видим сегодня кризис общества, потому что общество отдало свою свободу в обмен на экономический рост, а сегодня оказалось, что у нас нет ни свободы, ни экономического роста. Россия проходит кризис хуже, чем другие крупные экономики мира, поэтому фактически свобода отдана ни за что. Все чаще приходится слышать от экспертов и просто от посетителей сайта такие слова, что, наблюдая за процессом, все чаще приходит мысль, что и Дмитрий Медведев, и судья Данилкин могли бы войти в историю, приняв знаковое решение. Вы знаете, вы не думали об этом? Судья Данилкин и Дмитрий Медведев по-всякому войдут в историю, в любом случае, какое бы решение они ни приняли. Они войдут в историю, если будет вынесен оправдательный приговор, и Михаил Ходорковский выйдет на свободу по первому своему приговору, надеюсь, что скоро. В этом случае это может означать разворот России в сторону правового государства, в сторону открытости, в сторону настоящих реформ. И наоборот. И это будет историческое решение, если оно будет принято. И наоборот, если будет принято второе обвинительное решение по явно сфабрикованному и фальсифицированному делу, то опять-таки и в этом случае президент Медведев и судья Данилкин тоже войдут в историю, потому что президент Медведев покажет, что вся его либеральная риторика последних 1,5 лет про модернизацию, инновацию, верховенство права, равенство всех перед законом, это всего лишь болтовня, пустой треп, за которым ничего не стоит. А судья Данилкин покажет, что российский суд по-прежнему является приводным ремнем власти, приводным ремнем карательных органов, каким он был в советское время и каким он в значительной степени остается сейчас. Дмитрий Медведев в своей статье «Россия вперед» говорит о том, что мы преодолеваем кризисы и осталось коррупцию. То есть говорит о том, что да, чиновники коррумпированные, они будут мешать каким-то изменениям. Об этом уже высказался Михаил Ходорковский и многие представители оппозиции. Вот как вы восприняли этот посыл?
Вы знаете, я воспринял статью Медведева, во-первых, как научно-фантастический текст вот, в стиле Томаса Мора и Томмазо Кампанеллы. Такой «Город солнца», «Утопия». Вот. Президент призывает нас жить по закону, бороться с коррупцией. Ну, он глава государства, вперед. Мы все за это. Делай что-нибудь. Пока мы видим только сотрясение воздуха. И второе, что я увидел в этой статье, это то, что из года в год наше нынешнее руководство страны констатирует одни и те же проблемы. Каждый год они как будто, я это сравниваю с фильмом «День сурка» с Биллом Мюрреем. То есть они вот каждое утро просыпаются и видят одну и ту же плохую погоду, один и тот же отвратительный кофе, одного и того же прилипчивого страхового агента. И каждый год они нам говорят: боже мой, мы вымираем, боже мой, у нас коррупция, страсти какие, у нас монополия. Ужас какой, у нас плохой суд. И эти люди уже 10 лет у власти, и каждый год они констатируют одни и те же проблемы, которые усугубляются. Может быть, нам начальников поменять? Вот, потому что иначе мы из этого дня сурка никогда не выберемся, если одни и те же люди ставят одни и те же диагнозы, но лечить не могут. Может быть, нам докторов поменять? Существуют ли способы и механизмы политического и общественного воздействия в ситуации, когда фактически властью произведена зачистка политического поля, той же состязательности, как мы видели в истории с выборами недавними, в условиях раздробленности оппозиции и отсутствия свободной прессы в достойных количествах и свободного правосудия, независимого правосудия? То, что убийство, скажем, Анны Политковской, убийство Натальи Стемировой и других не положены в долгий ящик, и власть вынуждена заниматься их расследованием, это исключительная заслуга общественных организаций и общественного мнения, как в России, так и за рубежом. То, что Транснефть не строит нефтепровод вдоль кромки воды Байкала, что могло бы повлечь за собой глобальную экологическую катастрофу, это исключительная заслуга общественности Иркутска, Бурятии и тех десятков тысяч людей, которые вышли на улицы и протестовали против этой стройки. То, что дело Михаила Ходорковского при всем желании властей не удается замалчивать, не удается превратить в рутину, и что оно по-прежнему привлекает огромное внимание и в России, и во всем мире, это исключительная заслуга свободной прессы и общественных организаций, общественных движений. Поэтому мы не можем пока изменить мир, и мы не можем пока нашей активностью изменить ситуацию в России кардинально, но мы по-прежнему в состоянии на нее серьезно воздействовать.